Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, чем гиены отличаются от шакалов? Шакалы в Республике Беларусь бегают в черной форме, а гиены бегают большими стаями в спортивных штанах и в бронежилетах, в кроссовках Adidas. Давайте поговорим о беспределе диктатора, который очень быстро себе формирует билет в Гаагу. Поехали. Диктатор уже не знает, что ему сказать на телевидении, как попасть в новостную ленту, чтобы все успокоилось. Запугивания не помогают, устрашающие кадры видеоизбиений людей не помогают, поездки в тюрьму к политическим заключенным не помогают, аресты медиков не помогают, угрозы, что они не вернутся, не помогают, отчисление студентов и сразу вручение повестку в армию не помогают. Он вчера неожиданно сказал: Но и на злобу дня некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Над гарантиями Лукашенко смеются и матерятся не только белорусы. О гарантиях Лукашенко даже пропагандисты в России много смеются. Потому что то, что он обещает всему миру, он как змеюка постоянно выкручивается, никогда своего слова не держит. То он любит Россию, то он ее ненавидит. То не братские народы, то никогда Беларусь не объединится, будет независимой. Ну и постоянно всех обманывает и изворачивается. Поэтому, как и здесь. Вчера он говорит о выборах, а сегодня встречает очередной митинг новыми методиками. Если раньше все митинги проходили и начинались в 2 часа, интернет где-то в Минске пропадал 2 часа, в прошлое воскресенье они проэкспериментировали, выключили интернет в 12. Сегодня батька дал команду, чтобы больше в мировые СМИ не попали фотографии, как много людей собирается. Поэтому интернет выключили уже в 10 утра. И после этого прямо с 10 утра и они начали разгоны делать не после обеда, как они уже к этому привыкли, и когда уже люди разошлись догонять одиночек и арестовывать, избивать, они начали это делать прямо в 10 утра. И уже к 11 часам, к 12, Минск, все дворы, которые прилагают к проспектам, превратилось в так называемое сафари на людей. Я бы хотел больше остановиться на том и посмотреть, как они поступают с людьми. Это уже настоящее гражданское противостояние. Они не делают свою работу. Они ненавидят тех, кто хочет провести свободные выборы. Вот как они бегают по дворам. То есть задержали человека, он идет абсолютно не сопротивляется, 2 руки ему держит, подходит, я не знаю, как описать этого человека, пишите в комментариях, и бьет ногой ему в голову. Я думаю, что с этими парнями происходит то, что и было в самом начале революции дальше. Если они это творят уже на улице, им уже абсолютно
все равно, что их снимают, а так как 80% населения против, их снимают везде, и они всегда под камерами. Они уже получают удовольствие. Для них протестующий человек за выборы – это груша. Он на ней отрабатывает удары ногами. Либо же это просто... Жили на землю? Ага. И хватает эти... Ой, Подонки. кого-то... Ой, блядь, что творят? Пожилой человек. Вообще жесть. Господи, что они творят, девочку? Голову отпусти и стой тихонько. Какой кошмар. Какой кошмар. Божечки ты мой. Быстрее. О, вот видишь, бьет, бьет. Да, Боже ну мой, да, какие твари. да. Сейчас крикну. Садисты. Вот это вот разве люди? Это вообще это животное. Это просто животное кровавое. Если вы заметили, люди в зеленой форме, наверное, какие-то военные, может, срочники, не все спокойно стоят, все спокойно ведут. А вот эти шакалы в черной форме грузят людей на пол в микроавтобусе и лежачих лупят дубинками. Не думают, что им с барского плеча что-то перепадет. Чем шакал отличается от гиены? Мы сейчас перейдем к гиенам. Шакалы после льва что-то получают, а гиены питаются чем, что остается после шакалов. И могут только сворой где-то укусить и что-то украсть. Поэтому вот этих черных я бы называл шакалы. А сейчас мы перейдем к гиенам. Это то, что появилось в Белоруссии нового. Во время революции в Украине у нас были тетушки. У вас не тетушки в спортивных штанах и кроссовках Adidas и бронежилетах. У вас хуже. Ну вот они идут, ребята. Убирайтесь! То есть смысл в чем? Ходят по дворам гопники, гиены, толпами по 20-30 человек. Налетают на любую молодежь, лупят ее. Там еще в конце видео, оно просто очень длинное, седой дедушка попытался вмешаться. Это он кричал, что вы делаете. В интернете можете найти. И его, назовем так, с ним поступили бесчеловечно. Он весь седой. Его там ломали, крутили, лупили. Опять же, толпой, как обычно. Особенно им нравится бить людей кулаками, показывать, какие они все кикбоксеры. Кстати, на сегодняшнем митинге задержан чемпион мира по кикбоксингу и чемпион Белоруссии по тайскому боксу. Олимпийский призер десятиборья. Второе место принес олимпийскую награду Белоруссии. Мисс Беларусь 2008. Не самая плохая компания для наркоманов и алкоголиков. Ну так вот, об этих гиенах. Они первыми
получат народную месть. Невозможно бегать им по дворам, мучить людей, издеваться. Вы ж посмотрите, как они ходят. Спортивные штаны, кроссовки Adidas, только что бронежилет и палка. И в отличие от наших спортсменов-тетушек, у этих есть какой-то государственный чин. У нас же просто спортсмены приходили за деньги. Они просто любят бить людей. Они к криминалу относятся. А у вас люди в погонах. Еще губопик, или как правильно, напишите. Борцы с коррупцией. Сидит парень с ленточкой, ему 18 лет. А мне 20. Я без образования приехал с с села, с деревни, и меня приняли в ГУБОП. Я теперь борец с коррупцией, а вы главные коррупционеры. И лупит. Там он отгребал, а тут он герой, их же свара 20 человек. Это ужасно. Понятно, после этого они пока еще получают только от женщин такое. Я дойду, а вы отойдите от окна! Мрази! Твари, кровью в аду сгорите все! Будьте прокляты, скоты! И когда эти гиенские герои выносят очередного опасного преступника из двора, они видят вокруг только слова благодарности, что им говорят спасибо. Это если бы у Лукашенко было 90% или 80%, как он нарисовал. Даже если бы 50%, может быть, что-то по не услышали. А так они 24 часа в сутки слышат свой адрес проклятия. Но это пока женщины. Потом же молодежь ихнего возраста, ее ж перемалывает этот каток все больше и больше, она уже прощать не будет. И получат они настоящую партизанскую войну. Со сломанной рукой человек. Господи, что вы делаете? Боже, что это Он со сломанной рукой. О, в крови. Ох, суки. В общем, эти герои людей с поломанными руками задерживают в гипсах. Беларусь, никуда ты не денешься. Будешь просыпаться все больше и больше. И потом этого диктатора за один день скинешь. Я сегодня увидел несколько видео товарища Воскресенского. Очень странный тип. Человек самой древнейшей профессии, мужского рода. Но самая древнейшая политическая профессия у него. Я таких еще не видел. Сидел, а теперь, слава Лукашенко, я буду писать Конституцию. У меня огромная просьба. У меня есть телеграм-канал в описании. Ребята, набросайте мне про него побольше материала интересного. Я хочу посмотреть и про него выпуск сделать. Потому что новая звезда должна потухнуть сразу. Надо ее сбивать на взлете. Потому что то, что он несет... предательство – это самое мягкое слово, что можно о нем сказать. Сидев 2 месяца и так резко переобуться, переодеться, поменять пол, только, наверное, он может. Поэтому подписывайтесь. Если вдруг мы с вами на мир смотрим одинаково, ставьте лайки. А закончить я бы хотел с воскресного митинга отличными стихами одной бабушки. Живи Беларусь! Резон. И кричат, как на собаку. Лукашенко, пошел вон! Вот это. Мешай, Шура, свой колхоз и топчи ты там навоз. Твое место давно там с Ермошиной пополам.